Здравствуйте, мои хорошие! Тере-тере вам всем из Эстонии, из Сталина. Меня зовут Яна, и сегодня я хочу ответить на комментарий, который очень интересный, он мне понравился, и на который не ответишь письменно, поэтому я решила записать коротенькое видео, чтобы на него ответить. А пока мы с вами еще не начали, отвечу еще на один вопрос, который очень часто мне задают во время стримов. Яна, кого из местных блогеров вы смотрите? Ну так вот, я хотела вам рассказать про один канал блогера, которого я смотрю. Во-первых, это не просто блогер, это политик и общественный деятель нашей Эстонии. Нам же надо быть с вами в курсе эстонских событий, закулисья и не только. Есть такой канал новый, канал Павла Бойцова. Разговор ни о чем. Обожаю такой формат. Формат интервью с нашими политиками. Допустим, с Яной Том. Она мне очень нравится просто как человек. И очень интересно посмотреть, послушать, подглядеть в замочную скважину. Как живет политик. Вот как раз с Яной Том Павел Бойцов общается прямо-таки на кухне. Раз, два, три. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Павел. Могу ли я вас называть просто Яна или по имени-отчеству? Можете назвать меня Яна, а не просто Яна. Яна. Я вам скажу честно и откровенно, у Яны Том потрясающие рецепты. Очень хорошие рецепты. Обязательно мы с вами что-нибудь у нее позаимствуем, назовем это красиво, и что-нибудь приготовим. Мне очень интересные рецепты. С Михаилом Кылвартом у него, например, интервью. Тоже очень интересно посмотреть. Он тоже рассказывает про все, не только как политик, а как просто человек. Вы самоед, Михаил? Я и в школе был таким. Сейчас в Таллине, особенно в центре города, везде красиво. На слабо хочешь меня поймать? А почему вы скрыли? Обижали меня в детстве. И очень интересно своих любимых политиков посмотреть с точки зрения, как дома, они, как они живут, чем они живут, про семью, про кухню, про что-то. Ну, понимаете, да? Вот вы спрашивали, что я смотрю. Вот канал «Разговор ни о чем» с Павелом Бойцовым. Мне очень нравится. И про путешествия у него. Ну, в общем, вот этот канал мне нравится, то, что я смотрю. Советую вам тоже туда заглянуть, если кому-то это будет интересно. Это рекомендация от меня лично. Ссылку на его канал я оставлю в описании видео. Ну, а теперь ответ на ваши вопросы. Константин из Германии спрашивает о квартирах. О квартирах в Таллине, ну и о квартирах в целом. И я хотела вам начать писать ответ, но здесь очень долго, я лучше вам расскажу. Значит, я вам прочитаю, чтобы вы все остальные были, как сказать, в теме, да? Значит, что спрашивает человек. Наконец-то информация про зарплаты и пенсии. Это было к ролику о пенсиях и о зарплатах. Привет вам из Германии. Про то, что у нас неплохие средние зарплаты и так далее. И вот у него вопрос. Но как я понимаю, что у вас и у всех ваших знакомых квартиры собственные, это коренным образом меняет все. Отдавая за квартиру какие-то копейки типа 150 евро в месяц, при зарплате 2000 евро жить в Эстонии можно отлично, считает Константин. В Германии немножечко по-другому. Так, и вот теперь вопрос. Если не затруднит, расскажите, как в Эстонии обстоит дело со своим же собственным жильем. У него здесь несколько вопросов. Второй вопрос. Было ли что-то подобное? Приватизация или люди успели обзавестись дешевыми квартирами в 90-е? И он думает, что вряд ли сейчас человек с зарплатой в 2000 евро может позволить себе купить квартиру в Таллине. А вот об этом и сейчас и поговорим. Ну, во-первых, про квартиры, как вообще раньше получали квартиры в Эстонии. Ну, наверное, это многие знают, но все равно я расскажу. Значит, раньше квартиры давались от предприятий, от работы. Это не единственный вариант. Давались от предприятий, от работы. Для этого нужно было стоять много-много лет в очереди для того, чтобы эту квартиру вам дали. Это был один вариант. Сейчас я расскажу о приватизации, обо всем.
Второй вариант был, это кооперативные квартиры. Вот, например, у меня мама квартиру брала вот эту самую кооперативную. То есть за нее всю жизнь платила. Платила она 15 лет. Это был кооператив. Потом в 90-х годах начался процесс приватизации. И тогда кооперативные квартиры, которые так кооперативные, их приватизировать не нужно было, они как бы так просто документально оформлялись. Но это и была твоя собственность, потому что это было изначально платно и за деньги. А вот те самые квартиры, которые давались от предприятия, их нужно было приватизировать. Как это надо было приватизировать? Я была еще очень молода, наивна и не очень хорошо так помню прямо досконально, но помню, что были в ходу желтые карты. Желтые карты, которые давались за стаж. Люди немножечко постарше, вот сейчас могут здесь в комментариях под этим видео дописать или дополнить меня, или что-то вот опровергнуть или подтвердить. Да? Были желтые карты, которые давались за стаж, и вот этими желтыми картами можно было оформить эту самую приватизацию. Если у вас эти карты после приватизации оставались, они как-то уходили на биржу и крутились там. Если вам не хватало этих карт для того, чтобы приватизировать квартиру, по-моему, эти карты можно было даже докупать как-то. Вот те, кто постарше, должны сейчас вот это знать, и напишите мне в комментариях, правильно это я говорю или нет. Вот, насколько я помню, было так. Вот. Это была одна часть, вот, про когда давали квартиры и кооперативные. Ну, здесь, в общем-то, вопросов не было, да? То есть приватизация прошла вот таким образом. После того, как приватизация прошла, пошли следующие года, и следующие квартиры, как покупались в Сталине, это уже моя история, это уже я получше знаю, вот. Мы свою квартиру купили, уже приватизированную, уже все. Это уже пошел процесс вот так же через банки, как и сейчас это происходит. Но тогда было все, конечно, по-другому. Во-первых, тогда в Эстонии были свои деньги. Деньги назывались тогда кроны. Да, у нас не всегда были евро, очень многие люди удивляются. Сейчас евро, кстати, этому тоже удивляются очень, что евро ли в Эстонии, да, евро. Вот, а тогда была своя валюта, свои деньги, и свою квартиру, вот эту вот трехкомнатную нашу, мы купили. Тогда это была, я помню, хорошо запомнила, это было 250 000 крон. Да, так и звучало, хорошо, 250 000 крон. А сейчас мы переводили это на евро, вы не поверите. Трехкомнатная квартира в Таллине на те деньги стоила 16 000 евро. 16 000 евро. Представляете? Вот так все изменилось. Конечно, были зарплаты другие, и деньги даже были другие. За 16 000 евро мы купили эту квартиру тоже в лизинг. Мы были совершенно молодые, мне было сколько, 23 года. Вот, и выплачивали мы ее 8 лет. За 8 лет мы ее выплатили. Я помню, что в этот же период мы брали еще и машину. Так вот, машина была 17 000 евро на деньги, которые вот сейчас. То есть машина была дороже, чем квартира. Представляете, насколько все изменилось. Сейчас, в настоящее время, значит, к вашему вопросу о том, что человек, имеющий 2000 евро зарплату, не может, наверное, не может купить себе квартиру в Таллине. Но не соглашусь с вами. Потому что даже при зарплате меньше, чем 2, квартиру купить можно. Вот, допустим, вы покупаете там двушку где-нибудь, ну, со сколько? За 110 000 евро. В Таллине все-таки примерно можно найти за такую цену. 100, 110, трешку можно за 130 000 евро. Мы сейчас говорим про Таллин. Вот, купить можно. И тогда, значит, вам нужно что для того, чтобы купить эту квартиру? Вам нужно 10% своего финансирования. Банк вам дает грубо 90, и 10 должны быть ваши. Ну, это так грубо, да? Понимаете сами, что чем выше свое финансирование, тем меньше, конечно, будет это вот плата и так далее. То есть, допустим, если у человека, ну, не знаю, зарплата
ну сколько, ну что-нибудь 1800, ну такая вот, да, то ему даст банк примерно около 100 тысяч кредита. То есть это смотрится еще по твоей зарплате, а не то, что, наверное, сейчас в Таллине не может никто купить, потому что у него такая-то зарплата. Во-первых, это решает не человек, это решает банк. Он делает запрос в банк, и банк ему говорит, отвечает, сколько он может дать ему вот этих денег, учитывая там расходы, ну и прочее, да, на жизнь и так далее. То есть зарплату свою представляешь, есть специальные калькуляторы, есть специальные запросы в банке, где он вам ответит, если вам интересно это, вообще этот процесс детально, да. Вот, то есть при зарплате такой 1800-1900, 100 тысяч больше вам дает банк. У вас свое накоплено эти 10%, там, допустим, я не знаю, 10 тысяч, ну, грубо, да, и тогда вы покупаете себе квартиру за 110 тысяч, и это вполне реально. Учитывая это, конечно, все эти евроборы и так далее, это прочее, в эту процентную ставку, ну, процентная ставка 1,7, это вот очень хорошие сейчас процентные ставки, в наше время были очень высокие, мы, по-моему, 5% платили, что-то очень много, вот, то сейчас это 1,7, но вот это все зависит от евробора тоже, конечно, вот, ну и примерно где-то вот от этой суммы, что я вам сказала, где-то 530 евро в месяц вы будете выплачивать, значит, на банку только этот лизинг, плюс квартплата еще. И дается этот лизинг на 30 лет. Конечно, если вы хотите выплатить его быстрее, все повышается, соответственно, я уже не буду здесь расписывать, сами понимаете. Вот такая история, это по ценам в Таллине. То есть это, в принципе, человек, грубо 2000 у него зарплата, он может купить себе и двушку, и, по сути, даже трешку за 130 тысяч. Он будет, если квартира 130, он будет выплачивать где-то, ну, может быть, 600, 700 лизинг плюс квартплата, но около 1000. Ну, давайте так, очень просто, да, грубо совсем. Он будет отдавать около 1000 на квартиру со всеми лизингами плюс все эти квартплаты и так далее, и 1000 остается ему чистая на себя, да, это при условии, если у него там трешка, он живет один, а если вы не один, ну и так далее, понимаете, то есть это в принципе реально. И еще у нас есть не только Таллин, у нас еще есть другие города, есть города, где квартиры в Эстонии очень дешевые, например, на северо-востоке можно купить квартиру и за 10 тысяч евро. Ну вот таким образом у нас цены здесь на квартиру. То есть, да, если вот вы хотите знать, допустим, сколько стоит однокомнатная, она может быть 100-110, я уже говорила, то трехкомнатная 130 тысяч евро. Вот в Таллине полно таких объявлений. Кому интересно посмотреть, kv латиница.ee. И там по районам, по комнатам, на каком этаже, какой год постройки. Мы сейчас говорим вот эти вот все цены, которые я сейчас сказала, 130, и все, я говорю применительно к своему фонду. Это старый фонд считается, или как, да, но не новострой. Вот, и там можно, пожалуйста, распределить в новостройках, там, конечно, все дороже намного. Вот, а есть вот этот старый фонд, тоже вроде ничего, живем. Вот такие цены. Вот. Это я вам хотела рассказать. И хотела еще рассказать несколько новостей про Таллин из Эстонии. У нас парочка новостей. Не все хорошие. Вот первая из них. Первая новость о том, что традиционный фестиваль Биргитты в этом году не состоится. Для тех, кто не из Эстонии, расскажу кратенько, что фестиваль Святой Биргитты – это музыкально-театральный фестиваль, и он проводится в исторических развалинах монастыря с 2005 года. Так вот, в этом году он не состоится, потому что власти говорят, что на него нету денег. Всю жизнь были деньги, и вдруг они исчезли. Денег на проведение фестиваля этого нет, и очень жалко. И потом, когда он возобновится, этот фестиваль, то он будет проходить не каждый год, а каждые 2. Вторая новость заключается в том, что традиционный венецианский фестиваль в парке Löwenrup
тоже не состоится. Тоже был несколько лет подряд, и очень красиво там было все это оформлено, такой старинный, как маленькая Венеция, этот фестиваль, костюмы, маски, музыка, все. Он тоже не состоится, но что парк Левенрух идет на реконструкции. Так это или потому что тоже просто нету денег, неизвестно. Официально заявлено, что просто парк идет на ремонт. Еще одна новость, скорее даже не новость, а новость предупреждения, что 8 февраля Эстония отключается от российской энергосистемы и подсоединяется к континентальному европейскому диапазону частот. И в связи с этим могут возникнуть разные непредвиденные отключения энергии. И вот нас предупреждают о том, чтобы мы просчитали у себя дома, если будет отключение электроэнергии, чтобы мы подумали о том, как мы сможем прожить, минуточку, неделю без энергии, чтобы у нас был достаточный запас еды, воды, которая не портится, потому что если не будет холодильников, заряженные телефоны, аккубанки, кто-то шутит и не очень в комментариях о том, что я уже купил генератор, и как бы вот так. То есть надо быть подготовленными и внимательными, чтобы еды много было там и так далее, что не будут работать лифты, домофон не работать, там то все, ну то есть понимаете, да, как бы я думаю, что тоже, конечно, все это пройдет гладко и нормально, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен, поэтому лучше позаботьтесь, ну как бы не забудьте про это, а то, знаете, как-то в суете, а что уже 8-е, не остаться без энергии. И еще одна новость, но это пока не новость, это пока был опрос, значит, жителей о том, что как вы относитесь к введению платных дорог в Эстонии. И знаете, как это бывает? Все начинается с опроса. Я не знаю, кого спрашивали, меня не спрашивали, а вас спрашивали, как вы относитесь к платным дорогам. То есть еще и дороги могут стать в Эстонии платные. Вы думали, это уже все, что автоналог такой, другой, что уже все повысили? Оказывается, это еще не все. Еще может быть что-то. В общем, вот такая идея тоже. Если вы знаете, думаете, все отказались и сказали, что мы все против, нет. Есть часть людей, которые были за то, чтобы, ну, якобы есть такие люди, которые были за то, чтобы дороги были, значит, шире, лучше, быстрее, скоростней, и за это они готовы платить. Ну, так заявляют наши СМИ. Но есть и хорошие новости. В Ласнаме будет ботанический сад. Районная управа заключила договор о строительстве Ласнамеевского ботанического сада. На Лянамейре Т-14 будет разбит парк. Ботанический сад. Там будет разграничение по зонам, общение, прогулки. И будет даже площадка под городской огород. И еще хорошая новость. Таллинские дети получат билеты для бесплатного посещения различных музеев и других учреждений. Таллин запустил программу культурного билета. Получат эти билеты все детские сады, образовательные учреждения, профессиональные учебные заведения и так далее, чтобы дети больше участвовали в культурной жизни. Дети и молодежь, так будет правильно. Вот такие новости к этому часу. Надеюсь, ответила на ваш вопрос и немножечко рассказала о новостях. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если вопросы будут поступать интересные, их довольно много, можно будет вот делать такие разговорные видео, еще не одно. Так мне легче ответить вам, нежели сидеть и печатать. И так больше людей услышат нужную, может быть, кому-то информацию. Каллис Тенармастон, вас всех люблю, обнимаю. До следующего видео. Пока.